Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сейчас я вам расскажу и покажу наглядно, как можно из квадратов и треугольников составить шаль. Ну и, соответственно, если вы вяжете платок, то платок или бактус. Прежде чем мы начнем, я попрошу тех, кто еще не подписан, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Рядом со словом «подписка» будет колокольчик. Нажмите на него, чтобы не пропустить новые видео. Итак, давайте начнем. Посмотрите, я сделала вот такие заготовочки, чтобы наглядно вам показать, как составить изделие. Когда вы вяжете шаль из квадратов, то у вас есть несколько вариантов составления этой шали. Как расположить квадраты. Я сейчас сделаю таким образом. Я буду квадраты брать красные, а вот треугольнички возьму желтые, чтобы вам было наглядно. Шаль можно составить из квадратов разными способами. Рассмотрим первый из них. Вот вы связали первый квадрат. Далее вы можете вязать второй квадрат рядом. Потом вы надвязываете, скажем так, второй ряд из квадратов. И здесь уже будет не 2 квадрата, а 4. Вот так. Следующий ряд вы тоже начинаете надвязывать из квадратов. Посмотрите, вот именно так, как я выкладываю. Можно вот так присоединять в процессе вязания. Именно так, как я выкладываю. Вот третий ряд. И также он идет с расширением, потому что справа и слева добавляется по одному квадрату. Обязательно смотрите, какая длина стороны квадрата. На образце вы обязательно сделаете тепловую обработку этого образца, сильно не растягивая. Посмотрите, какая длина стороны квадрата. Исходя из этого, вы свяжете свою шаль. Потому что если маленькие квадраты у вас, например, 10 на 10, может быть, будет не 4-5 рядов, может быть, будет 15 рядов. Да? А если у вас длина стороны квадрата там 20 сантиметров или 25, то, соответственно, их может быть вообще 3 ряда. Так, ну теперь я буду выкладывать треугольнички, потому что когда вы свяжете основное полотно шали из квадратов, то нужно вот эти места как-то сгладить. И в связи с этим мы с вами добавляем треугольнички, которые являются половинками вот этих квадратов. То есть точно такой же рисунок, но половинки. И в данной раскладке идет вот так. Мы добавляем вот таким образом треугольнички. И, кстати, в зависимости от того, какой план раскладки вы выберете, от этого зависит количество квадратов и треугольников, которые вам необходимо связать. То есть в процессе вязания вы сразу их присоединяете. Вот я вам показываю. Я бы делала вот таким образом. Именно вот так, как я сейчас показываю. Вот, уже образовался уголок у шали. Здесь теперь снова делаем то же самое. Вяжем по треугольничку и присоединяем к основному полотну. Вот, посмотрите, пожалуйста. Это первый вариант раскладки. Вот, шаль у вас будет готова. Останется выполнить только обвязку шали и все. Еще раз вам напомню, что количество вот этих рядов зависит от размера самого квадрата, от длины его стороны. Чем больше сторона квадрата, тем меньше рядов. И, соответственно, чем меньше сторона квадрата, тем больше рядов. Так, это первый вариант раскладки. Я положу в сторону. И рассмотрим второй вариант раскладки. Можно вязать шаль, расположив первый квадрат в виде ромбика. Вот таким образом. И дальше уже можно начинать вязание вот так. Посмотрите. То же самое правило существует.
важно знать длину стороны квадрата. Какой величины вы хотите шаль? И вообще, будет ли это шаль или просто платок или бактус? Если платок и бактус, то, соответственно, меньше будет квадратов. Например, длина стороны квадрата 15 сантиметров, а вы хотите, чтобы вот эта сторона шали была 1,5 метра. Соответственно, нужно будет всего лишь 10 квадратиков таких сделать в один ряд. Следующий ряд мы выкладываем вот таким образом. Посмотрите, и угол шали у нас вот где будет. Дальше продолжаем вязать квадраты и их присоединяем в процессе вязания вот таким образом. Здесь один квадрат оставляем, здесь оставляем место свободным, то есть здесь было у нас с вами 5 квадратов, здесь 4. И дальше продолжаем вязание. Это я специально положила наискосок, этот образец, но вы будете, когда вязать, у вас вот так будет перед вами ваше вязание располагаться, вот так. То есть с каждым рядом мы убавляем количество квадратов. И в конце еще один квадратик. Вот. Вот так будет выглядеть ваше вязание, когда вы начнете вязать шаль именно в такой раскладке. Дальше, когда вы уже все сделали, теперь вам нужно связать треугольнички. И треугольнички сразу присоединяете к основному полотну. Посмотрите, вот таким образом. И получается, что у вас формируется шаль очень ровненько и красиво. Вот видите, как получается? Вот так, как я сейчас раскладывала, именно в таком порядке, и вяжете полотно шали. Сейчас я покажу вам обе раскладки. Вот. Очевидно, что в этой раскладке потребуется меньше треугольничков. А здесь видно, что в этой раскладке треугольничков потребуется больше. Я не буду сейчас подсчитывать и выявлять закономерность, сколько треугольничков нужно в зависимости от количества квадратов. Вы уже сами посмотрите, это будет зависеть от того полотна, которое вы вяжете. И в обоих случаях, безусловно, вы можете сделать обвязку шали. Обвязку, то есть связав вот это основное полотно из треугольников и квадратов, затем вы делаете обвязку шали, ту, которую вы выбрали. Может быть, здесь сделаете кисти, ну, на ваше усмотрение. Вот таким образом можно составить шали.